Привет, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами Счастье есть. Я Олеся, за кадром Андрей. Привет. И мы сегодня с вами будем выпекать праздничные куличи. Так, давайте без лишних слов приступим к делу, потому что процесс этот долгий, сразу вас предупреждаю, но результат нас всех приятно удивит. Итак, что нам для этого понадобится? Мука, у меня просеянная мука 620 грамм, сахар 200 грамм, я уже добавила сюда ванилин, растопленное сливочное масло 160 грамм, дрожжи 35 грамм, молоко, тепленькое молочко 150 грамм, 3 яйца и 1 желток. Белок от него нам понадобится позже. Итак, приступаем. Для начала соорудим для наших куличей опару. Для этого 150 грамм тепленького молочка выливаем в мисочку. Сюда же добавляем 1 столовую ложку сахара из общего количества. Количество ингредиентов вы всегда можете подсмотреть в описании к этому ролику. Чуть перемешаем и добавляем дрожжи. 35 грамм дрожжей. Перемешаем, чтобы дрожжи немного разошлись. Перемешали и добавим 3 столовые ложки муки, также из общего объема. И перемешиваем. Так, прямо до однородности перемешивать нет необходимости, но обратите внимание, что у меня уже появляются пузырьки. Это значит, что дрожжи принялись за свою работу, дрожжи хорошие, но тем не менее я сейчас накрою полотенечком и оставлю на 10-15 минут. Так, отставили пока нашу опару и продолжаем. Так, напоминаю, 3 яйца, 1 желток, половина чайной ложки соли. Сюда теперь я добавляю весь оставшийся сахар. И нам это все надо хорошенько взбить. Так, ребят, взбили яйца с сахаром. Вот такая довольно густая должна получиться масса. А я иду за опарой. Иди за опарой. Так, ребят, смотрите, какая опара у нас подошла. Вы посмотрите, дрожжи очень хорошо сработали. И мы теперь эту опару добавляем в наши яйца, в нашу смесь. Вот вы посмотрите, какая. Теперь сюда же добавляем наше растопленное сливочное масло. Вы его растопите заранее, потому что, чтобы оно не было горячим. Так, слегка тепленький. Да, я забыла сказать очень важную вещь. Все ингредиенты для куличей у вас должны быть комнатной температуры, поэтому заранее их достаньте. Так, перемешаем. Сюда добавлю 1 столовую ложку коньяка. Коньяк, он такой как бы консервант, он будет отвечать за то, чтобы наши куличики долго не черствели. По желанию вы можете вместо него добавить 1 столовую ложку меда. Он выполняет такую же функцию. Перемешаем. Теперь добавлю сюда цедру 1 апельсина. Вы можете заменить сухой. Так, добавили цедру, перемешаем. Аромат потрясающий, апельсиновый, цвет такой веселенький, вкрапление оранжевый. Так, и теперь эту всю смесь мы взобьем хорошенечко венчиком. И начнем постепенно вводить муку.
Так, когда венчиком мешать уже будет тяжело, я замешиваю руками. Так, ребят, смотрите, замесила я тесто. Все делаем в мисочке. На столе ничего не вымешиваем. И вот, ой, какой чудес. Смотрите, консистенция, будете ориентироваться, какая должна получиться. Вот. Оно совершенно не липнет. Оно вот так, если проходите, след остается. Вот. Вот такое замечательное тесто. Идеальная консистенция. Подомните все со стеночек. Сделайте его шариком. Полушарик. Такой идеальный пластилин. Так, сейчас я накрываю его пленкой. Так, накрыли наше замечательное тесто пленкой. Сделала отверстие и убираем его растаиваться в теплое место. Оно должно подняться примерно в 2 раза. Значит, что делала я? Я разогрела духовку примерно на 35 градусов, прям совсем чуть-чуть тепло там, совсем чуть-чуть тепло. И убираю мое тесто туда. Вы можете сделать то же самое. Ребята, у меня тесто подходило, растаивалось 1,5 часа. Вы посмотрите, как оно подошло. Ой, какой чудесный аромат апельсиновой, ванили. Посмотрите, какое. Вы посмотрите, какое шикарное тесто. Сколько в нем воздуха. Оно поднялось больше, чем в 2 раза. Сейчас я его чуть-чуть обомну и буду добавлять наполнитель. У меня сегодня клюква и изюм. Изюм я промыла и обсушила полотенчиками. И добавляем в наше тесто. Вы, конечно, можете взять просто изюм или цукаты. У меня сегодня вот такой вариант. Но на самом деле это тесто, куличи из этого теста получатся вкусными и без добавок. Так, замешиваем наши ягодки в тесто. Так, ну вот, вмешали ягодки. И сейчас будем раскладывать тесто по формочкам. Берем вот так тесто, обминаем его и помещаем в форму. Вот видите, вот примерно вот так. И хорошо придавливаем сверху. Выложили наше тесто, прекраснейшее тесто, в формочки. Теперь я накрываю эти формы полотенцем, опять отправляю в теплое место растаиваться. Они у нас должны подрасти, наши ребятки, примерно в 2 раза. Красота! Так, ребят, смотрите, наши куличи, дружочки наши, подросли. Вот так они выглядят. И теперь мы их отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов, вверх-вниз. На уровень ставим, чтобы куличи были посерединке. Примерно минут 40-45, но мы будем проверять их шпажкой. Так, первую половину времени мы их выпекаем открытыми. Далее мы их закрываем фольгой, чтобы наши шапочки не поджарились более чем следует. Итак, в духовку. Ребята, наши куличи готовы. Мои выпекались 50 минут.
Проверяем их шпажкой. Шпажка должна быть абсолютно сухая. Абсолютно сухая шпажка. Также проверяем обязательно второй. Если у вас их несколько, проверяйте каждый, потому что духовка может неравномерно выпекать. Абсолютно сухая. Теперь мы их, ой, они горячие, мы их отправляем остывать. И пока они остывают, мы приготовим глазурь. Итак, пока наши куличики остывают, источая невероятный аромат ванили, цедры апельсиновой, ой, весь дом в этом потрясающем запахе. А мы с вами приготовим глазурь. Берем наш оставшийся белок. Так, переливаем вниз в емкость. И сюда добавляем сахарную пудру. В сахарную пудру я также добавила чуть-чуть ванили. И сейчас мы все это будем взбивать. Вот так взбили нашу глазурь и приступаем к украшению наших куличиков. Ну что, куличи наши чуть-чуть остыли. Значит, смотрите, что касаемо вот этих вот форм. Если вы планируете съесть их совсем в краткосрочной перспективе, вы вполне можете их снять. Если вы планируете, чтобы какое-то время они постояли или как-то, не знаю, растянете удовольствие, тогда лучше оставить в них, они как-то более будут в сохранности. Я сниму, потому что у меня они точно долго стоять не будут. Итак, освободили от упаковки и будем украшать. Для украшения я воспользуюсь вот такими вот посыпочками. Сначала глазурь. Так, ну вот, украсили куличи, ну и теперь самое время посмотреть, какие они получились внутри. Шикарно. Куличи испекли, получились они замечательные, мягчайший, нежнейший, воздушный, аромат и вкус невероятный. Попробуйте приготовить по этому рецепту, обязательно напишите свои отзывы в комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом, живите вкусно. Всего вам самого доброго, до новых встреч, пока!